Привет всем, меня зовут Надя, и вы на моем канале о вязании. И сегодня мы будем вязать еще один узорчик. Этот узорчик похож на платочную вязку спицами, но вязать мы его будем крючком. Я уже сделала маленькую заготовочку из полиэфирного шнура «Карамель». Это шнур в 5 мм толщиной, и, соответственно, крючок для этого шнура я тоже использую номер 5. У меня вот такой идеальный круг, в нем 6 рядов. Как вязать идеальный круг, ссылка будет, конечно же, под видео и вот здесь по подсказке, если вдруг вы еще не вяжете идеальные круги. Итак, перехожу сразу к первому ряду этого узора. Вставляю крючок. Первый ряд как бы у меня подъемный, я вяжу его от круга, то есть я вяжу его как бы от донышка. Но можно вязать этот узор, соответственно, и по цепочке воздушных петель. Но если вы вяжете от донышка, то просто следуйте за мной. Вставляю крючок традиционно в косичку и в перемычку. Подхватываю рабочую петлю, делаю один столбик, делаю одну воздушную петлю. И дальше, смотрите, я беру и поворачиваю нить вокруг рабочей петли. Снова вставляю крючок в косичку, в перемычку. Вот, видите, у каждой петельки сзади есть вот эта перемычка. Не забывайте ее подхватывать при провязывании первого ряда. Делаю обычный столбик без накида. И дальше снова делаю поворот ниткой вокруг рабочей петли. Опять в косичку, в перемычку, подхватываю рабочую нитку, делаю обычный столбик без накида и обвиваю ниткой рабочую петлю, возвращаю нить в рабочую позицию, в косичку, в перемычку. И так вяжу по одному столбику, обвитому столбику до конца ряда. Последние петли в этом ряду, в косичку, в перемычку, делаю столбик и обвиваю ниткой. И вот у меня самая последняя петля, у меня такое вот узелковое соединение, вставляю крючок в соединение, снова делаю столбик и снова обвиваю рабочей ниткой. Смотрите, дальше я предлагаю вязать этот узор просто по спирали и не задумываться ни над какими бесшовными соединениями, поэтому сначала вставляю крючок вот сюда, в первую подъемную петлю. Только давайте вставим за обе дужки. Вот так. Подхватываю рабочую нитку. Делаю снова столбик без накида и обвиваю его. И дальше перехожу к вязанию второго ряда. Смотрите, вязать второй ряд мы будем вот в горизонтальные косички. Нужно просто раздвинуть вот эти вот стежки, которые окружают нашу косичку, освободить косичку от стежков и вставить под нее крючок. Слишком глубоко никуда туда вот так вот крючок не суйте, будет очень плотно и некрасиво. Именно под две дужки, просто косички. Подхватываю рабочую нитку, делаю делаю столбик без накида, обвиваю его. Снова под обе дужки делаю столбик без накида, обвиваю его. И опять под обе дужки столбик без накида и обвиваю его. Ну и продолжаю вязать так на нужную высоту. Единственное, что я напоминаю, что вместо начала ряда нужно как-то отметить, можно просто запомнить, для того, чтобы потом именно в эту же точку сделать соединение. Ну и давайте закроем этот узор. Я вяжу его по спирали. Вот у меня есть последняя петля. Вытаскиваю нить из этой петли. В той точке как раз, где у меня начинаются мои ряды, я и остановилась, потому что вязание по спирали здесь шва совершенно не видно. Итак, вставляю крючок
Вот одну петлю я отступаю, и вот под эту горизонтальную петлю вот сюда вставляю крючок, подхватываю нитку, вывожу ее, завожу крючок с изнаночной стороны в последнюю петельку, в перемычку и в петельку. Вот так. Подхватываю опять рабочую нитку, доделываю петлю и завожу нить, точнее вывожу нить на лицо еще раз. И дальше мне нужно еще сделать вот этот вот маленький стежочек, который вверху, которого не хватает. Ну, делаю стежок и прячу где-нибудь на изнанке нить. Ну, допустим, вот в этих рядах. Как-нибудь так. Прячу нити. Вот такое получается лицо этого узора. Так. Вот она, небольшая ступенечка все равно будет, потому что мы все-таки вяжем по спирали, а по спирали всегда небольшая ступенечка, но есть. И вот какая корзиночка получилась в итоге у меня, смотрите. Какой красивый узор. Если его развернуть поперек, то он очень похож либо на платочную вязку спицами, либо на изнаночную гладь спицами. Для меня эти обе вязки практически идентично выглядят. И мне кажется, этот узор вот так вот поперек тоже очень напоминает именно платочную вязку спицами. Донышко корзинки. И давайте посмотрим на его изнанку. Его изнанка тоже достойна внимание. Смотрите, какая изнанка у этого узора. Вот он. Мне кажется, тоже очень интересная елочка получилась. И можно даже изнанку, если вы будете вязать его по спирали, то изнанку тоже можно использовать как лицевую сторону. Вот такая корзинка получилась у меня. Если вам понравился этот мастер-класс, если вам понравилось это видео, если оно оказалось для вас полезным, не забывайте про свои лайки, подписывайтесь на канал, сохраняйте, конечно же, видео к себе в плейлисты. Спасибо за внимание, пока-пока!